Привет, профессиональный коуч! В этом видео мы разберем одну из основополагающих моделей коучинга, которая называется модель Grow. Или, если будешь читать литературу, она называется модель роста. Почему одна из основополагающих? На мой субъективный взгляд, она вообще является такой базой коучинга, потому что если ты проводишь своего клиента четко по шагам, задаешь правильные коучинговые вопросы, он сам очень быстро находит, как ему достичь его цели. И я тебе напомню по секрету, что коучинг — это про цели. То есть мы не работаем с человеком, у которого нет запроса. Мы работаем с человеком, у которого есть какая-то цель, но у него есть какие-то затруднения, и он не совсем понимает, чтобы ее достичь. Кстати, по секрету тебе скажу, что 50% сессий я провожу именно по этой модели. И это еще раз подтверждает то, что модель достаточно универсальная, и ты можешь ее применить практически к любому коучинговому запросу. А если говорить вообще о всех сессиях, то в процентах в 80 случаев первую сессию я провожу именно по этой модели. Поэтому давай не будем тянуть кота за хвост и будем разбираться с моделью Grow. Что она из себя представляет и какие вопросы можно задавать на каждом шаге работы с клиентом. Очень тебе рекомендую зарисовать небольшой конспект, чтобы это у тебя отложилось где-то в голове и чтобы у тебя была небольшая схемка. Можешь перерисовать точно так же, как у меня, а можешь сделать какую-то свою особую схему. Итак, модель Grow. Есть 4 буквы. G, R, O, W. Каждая буква имеет под собой какое-то слово. В переводе с английского G, Goal – это цель. R или R – Reality, реальность. O, Options – это варианты. И W, Will – это намерение, либо какие-то действия. Теперь давай разбираться, как же вести наших любимых, дорогих клиентов по этой модели. Все очень просто. Начинаем мы нашу сессию с того, что спрашиваем клиента: какая твоя цель? Ну, конечно, не так. Конечно, коуч спрашивает по-другому. Какой цели вы бы хотели достичь? Да? Задаем клиенту вопрос. Что ты хочешь? Что для тебя важно? Какой результат ты хочешь получить? То есть вот на этом этапе, этот этап прямо и называется прояснение цели. Потому что иногда наши клиенты, они не всегда могут даже четко сформулировать свою цель, не могут ее обозначить, то есть они чего-то хотят, то есть как бы у них в голове есть какое-то видение и представление, но они не могут его как бы оцифровать и, соответственно, не могут четко, обозначая критерии какие-то свои внутренние, понимать, они вообще двигаются к цели, либо двигаются от цели. Поэтому на первом этапе модели Grow мы проясняем всю информацию про цель нашего клиента. Ну, допустим, к тебе пришел клиент, и он хочет поднять уровень дохода. Это очень частый запрос на сегодняшний день в коучинге. Приходит клиент, будь он предприниматель, будь он человек, который работает в найме, вот человек хочет поднять свой уровень дохода. Конечно, когда мы говорим о таком простом достаточно запросе, как поднять уровень дохода, человек может конкретно тебе объяснить: я вот сейчас зарабатываю столько, а хочу зарабатывать столько-то, и это моя цель. Это хорошо, но иногда человек приходит с другим запросом: я хочу масштабировать бизнес. И тогда мы начинаем уже задаваться вопросом: а как ты поймешь, что ты достиг этой цели? Как ты поймешь, что твой бизнес действительно уже масштабировался? Для чего мы задаем эти уточняющие вопросы на шаге первом, который называется G, Goal или цель? Для того, чтобы клиент в первую очередь сам для себя оцифровал свою цель, чтобы он мог ее назвать, чтобы он мог конкретно сказать, чего он хочет. Это очень важно в первую очередь для клиента, а во вторую очередь, конечно же, и для тебя, как коуча, потому что, когда ты не понимаешь, к чему идет клиент, ты не знаешь, какие вопросы ему задавать. А если цель уже четко оцифрована, и могу тебе из практики сказать, что на это очень часто может уходить достаточно длительное количество времени, порой 20 минут, порой даже 30. Но в среднем это 10-15 минут. Вот в среднем 10-15 минут мы задерживаемся на том, чтобы установить рапорт, то есть доверительные отношения с клиентами, и одновременно прояснить его цель. Не теряя время, проясняя цель своего клиента и устанавливая с ним контакт. Для того, чтобы установить контакт, нужно ему подражать, соглашаться, где-то, может быть, оказывать какую-то поддержку и говорить, что да, круто, это классная цель, я тебя поддерживаю, молодец, супер, давай разбираться, как мы можем этой цели достичь и так далее. Здесь очень это важно.
Переходим ко второму шагу модели Grow. Буквочка R. Reality или реальность. Что здесь мы делаем? Здесь наша задача как коуча очень максимально критериально описать реальность и реальную действительность нашего клиента, в которой он находится прямо сейчас. Почему? Потому что очень часто наши клиенты, они могут быть целенаправлены в будущее, могут быть целенаправлены в прошлое. Есть такие люди, которые зависают в прошлом, но они редко приходят в коучинг. Суть не в этом. Очень важно на этом шаге задать ему вопросы. А что есть сейчас? Какие ресурсы есть сейчас? Какие есть сейчас угрозы? Что реально происходит? То есть на шаге реальность мы как бы создаем ментальную карту реальности. Почему это важно для клиента? Потому что он не всегда может осознавать своих ресурсов, он не всегда может осознавать своих возможностей, он не всегда может видеть. Он именно за этим и приходит к коучу, чтобы коуч ему помог найти те пазлы для достижения целей, которые ему действительно нужны, которых ему не хватает. И вот задавая эти вопросы, что есть сейчас, какие есть сейчас ресурсы и так далее, проясняем максимально, насколько это возможно, реальность. И это важно для тебя, во-первых, потому что ты знакомишься с клиентом через этот шаг. Ну и это важно для клиента, чтобы он четко понимал свою точку А. То есть, чтобы он четко понимал, где он сейчас находится и с какой стартовой позиции он вообще начинает движение к своей цели. Прям очень важно. Обычно на описание реальности уходит несколько меньше времени. Ну, обычно, лично в моей практике, уходит минут 10, ну, может быть 15. То есть, ну, скажем так, процентов на 30-40 меньше, чем на прояснение самой цели. В моей практике так. Не знаю, как у тебя, можешь написать в комментариях, если у тебя это происходит по-другому. Дальше, когда мы прояснили реальность, у нас уже есть цель, четкая, сформулированная, обозначенная, и у нас уже есть реальность. Это точка А. Это точка А, от которой стартует клиент. У него здесь есть и ресурсы, у него здесь есть и многое другое, да, то, что тебе удалось выяснить благодаря вопросам, что есть сейчас, какие есть ресурсы, какие есть угрозы, что реально сейчас происходит. Дальше мы переходим к третьему шагу, который называется options, да, options, возможности. И вот здесь наша задача сделать так, чтобы наш клиент на самом деле несколько вошел в состояние такой мечтательности. И обычно это достигается с помощью вопросов. А что ты можешь сделать, чтобы ты продвинулся к этой цели? Какие есть варианты действий? Что может помочь? И здесь именно ключевое слово «может» или «можешь». Почему это важно? Сейчас на последнем шаге ты поймешь, почему так. Смотри, твоя задача на этом шаге сформировать такую атмосферу с клиентом, чтобы он мог помечтать, чтобы он мог расслабиться и мог поперечислять тебе варианты, что в принципе можно делать для того, чтобы эта цель была достигнута. И здесь очень важно тебе собирать варианты, которые говорит клиент. Я здесь напоминаю, ты никогда ни в коем случае не предлагаешь варианты. Клиент должен сам перебирать варианты. Твоя задача здесь как коуча только эти варианты фиксировать. И если какой-то вариант звучит не очень понятно, ты можешь задавать уточняющие вопросы. И таким образом клиент еще лучше понимает свои возможности. Дай своему клиенту по-хорошему помечтать, чтобы он именно давал такие варианты, возможно, которые вообще не в его реальности, но чтобы он понимал, что возможностей в принципе много. Сейчас объясню это для чего. Для того, чтобы была такая большая палитра работы в дальнейшем, для того, чтобы у клиента было чем можно больше возможностей для достижения результата. Но иногда клиент говорит, а я не знаю, что можно делать. В таком случае я запишу, если тебе это необходимо, еще одно видео, что можно делать в таких случаях, когда человек говорит «я не знаю». Но в принципе, если ты будешь использовать этих три вопроса, что можно сделать, какие есть варианты действий и кто может помочь тебе в достижении твоей цели, то ты уже насобираешь достаточно большое количество возможностей, насобираешь большое количество вариантов шагов действий клиента. И последняя буквочка W,
которое означает will или намерение, либо действие. Вот сейчас происходит очень важный момент в коучинге, который называется «мы уже подводим клиента к конкретным действиям». Напоминаю, что на предыдущем шаге у тебя уже есть список вариантов, как он мог бы поступить, что бы он мог делать. И здесь получается такая вот история, что он с тобой уже это все проговорил, и это все, как говорится, как на слуху, вот свежее, да. И здесь ты можешь задавать ему вопрос, что ты реально из того, что ты перечислил, сделаешь. Как ты это будешь делать, в какие сроки ты это будешь делать, когда ты это сделаешь. То есть вот на последнем шаге, на 4-м шаге модели Grow, на шаге действий, твоя задача задать клиенту рамку времени, то есть чтобы он тебе сказал реалистично, когда он может это сделать. И чтобы он из всех тех вариантов, которые можно сделать, выбрал те варианты, которые он реально будет делать. Это прямо очень важно, потому что если ты практикующий коуч, ты знаешь, что клиенты очень часто много чего могут, но мало чего делают. И как раз таки вот эти 2 шага, они позволяют трезво, абсолютно без какого-либо стыда, без каких-либо, не знаю, непонятных ощущений, просто проговорить с клиентом, а что он реально из того, что он может делать, что он реально будет делать. И потом те действия, которые он сам оценит, что он их будет делать, задай им рамку времени. Как задать рамку времени? Просто задай ему вопрос. Как ты думаешь, насколько это реально для тебя в твоей ситуации, в твоей реальности, с твоей целью сделать? И клиент сам поставит себе реалистичный срок. Таким образом, ты подводишь итог коучинговой сессии. Все эти шаги вполне возможно сделать за час времени. Может быть, час небольшим, час и 5 минут, час и 10 минут. Но в целом это все укладывается в час. И в конце сессии обязательно задай своему клиенту вопрос, что для него было самым важным, самым ценным на этой сессии. И обозначь, о чем вы будете разговаривать и над какой маленькой уже подцелью вы будете работать в дальнейшем. Что значит на какой маленькой подцели? Потому что когда вы проходите по модели Grow на первой сессии, то вы ставите какую-то большую главную цель на коучинг. А дальше ты уже ставишь маленькие цели вместе со своим клиентом, чтобы ему помогло достичь его результата. И когда вы проработаете, пройдете по всем шагам модели, у клиента уже будут происходить инсайты. Он будет уже понимать, а почему я об этом раньше не подумал? А я тут на шаге реальности упустил, что у меня есть вот такой ресурс. Почему полезно вообще обращаться к коучу? Наши клиенты об нас или о нас думают. И это основная работа, потому что мы задаем вопросы. И ты тоже, как коуч, можешь задавать эти вопросы. Так вот, человек уже ловит инсайты, человек уже наметил шаги, которые он реально может сделать, реалистичные шаги. И в конце сессии, когда он дал обратную связь, что для него было самым важным, самым ценным на этой сессии, ты можешь обозначить, это в коучинге называется протяжка, о чем будет следующая сессия. Ну и человек тебе поможет, допустим, сказать, вот здесь я чувствую, что могут быть затруднения. Ты тогда говоришь, окей, тогда я предлагаю на следующей сессии поработать именно с этими затруднениями, если они у вас возникнут. Вот здесь очень важно сказать эту фразу. Я предлагаю на следующей сессии поработать над этим. Клиент воодушевленный выходит с твоей сессии, идет и возвращается, и уже на следующей сессии либо же по этой модели вы уже работаете, либо по другой какой-то модели работаете над тем, что у вас получилось. И здесь, мой дорогой друг, очень важно, чтобы ты отдавал себе отчет в том, что эту модель можно применить практически в любом случае. Даже сейчас, уже просмотрев это видео, сделав небольшую шпаргалку, если ты только начинающий коуч, если ты еще не обучался, если ты только стоишь на этапе раздумий, становиться мне коучем или не становиться, ты можешь взять эту модель, найти своего друга, подругу, клиента какого-то, может быть, из другого бизнеса, и просто провести ему эту сессию так, как ты считаешь нужным с помощью этой модели. Я желаю тебе успехов, до скорых встреч, пока-пока. С тобой был Юрий Пузыревский.